Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем смотреть ваш таро-прогноз на октябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем предстоящий событийный ряд, а также запланируем те моменты, которые сделают ваш месяц наиболее продуктивным и плодотворным. Поэтому настраивайтесь на совместное чтение арканов, и мы с вами приступаем. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится карта Колесница. Это аркан активного прорыва, новых возможностей, достижения цели. Карта поездок, переезда, смены места жительства. Для кого-то решение вопросов с транспортом, будь то покупка, продажа, ремонт, тюнинг и так далее. Но видите, здесь как хаос. Все закрутилось, завертелось, активное движение вперед. Конечно же, эта карта многогранна, и она может говорить о любой сфере жизни. Мы с вами дотянем, посмотрим, о чем именно здесь идет речь. И здесь у нас ложится девятка чаш. Это, наконец-то, радость жизни, наслаждение процессом. Для кого-то поездка в отпуск, на отдых. Для кого-то радость от приобретения транспортного средства или, возможно, от его продажи. Ну, а в целом это еще может быть знакомство в поездке, в дороге, либо через интернет, потому что по этим картам, которые здесь ложатся, это кто-то может активно уделять вам внимание. Если же смотреть вопросы работы, карьеры, бизнеса, у вас здесь ложится аркан Мир. Карта, которая говорит о новых возможностях, новых перспективах, о завершении старого цикла и новых начинаниях. Как она для вас может отыграться? Смотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает, или не может по ряду причин работать. То Мир и Дьявол – это реализация через интернет. Видите, колода десятка чаш, это как бы семейный бизнес, который вам позволит легко, комфортно, так как когда вам удобно вести какие-то свои рабочие процессы, дела и при этом зарабатывать с душой, с любовью. Причем здесь хороший будет доход. Для тех же, кто у нас является соискателем, опять же, Мир и двойка чаш. Это с чьей-то подачи, помощи, протекции найти работу. Причем работа может быть как в другом регионе, вам придется, допустим, переезжать, перемещаться, так и эта работа может быть через интернет. То есть вы будете здесь комфортно себя ощущать и чувствовать стабильность. Если же вы у нас являетесь наемным сотрудником, то семерка чаш и аркан Мир – это исполнение цели, достижение новых возможностей, исполнение мечты. Потому что здесь вот то, к чему вы стремились, то, чего хотели, новая должность, новые возможности, увеличение доходов. То есть идет реализация задуманного вами. Да, по королеве мечей через какие-то скрупулезные и сложные для вас моменты, потому что паж монет – это обретение нового опыта, новых знаний, но для вас это будет оправдано. Если же вы владелец собственного бизнеса, то Мир и шестерка чаш – это привлекать близких, родственников, бывших партнеров, а может быть бывших сотрудников к вашему делу, его расширению, его развитию. Опять же, для кого-то, если вы раньше себя реализовывали в какой-то нише, открывали какой-то бизнес, вы к ней можете вернуться, то есть этот бизнес, допустим, вести параллельно. Но, как показывает карта, это для вас благоприятно, потому что новые возможности увеличения вашего дохода. Если смотреть финансовую сторону вопроса, девятка жезлов. По девятке жезлов это называется не так страшен черт, как его малюют, потому что это карта защиты. Да, это экономия ресурсов. Да, это на что-то откладывать. Но обратите внимание на карту. Да, почему здесь карта защиты? Лучшая защита – это нападение. Это не значит, что вы должны тратить свои ресурсы. Это уже говорит о том, что вы должны накопить, если понимаете, что для вас в чем-то могут наступить не то чтобы сложные времена, а могут быть какие-то финансовые трудности, в особенности, если вы переезжаете, меняете место жительства, что сейчас не время раскидываться деньгами, а нужно наоборот подсобирать в копилку, чтобы вы потом ощущали финансовый комфорт. Если смотреть вопросы состояния здоровья, а вот здесь пятерка мечей – это карта кризиса, когда все посыпались, как говорится, а за одним пошло другое. То есть плохое самочувствие, которое тянет за собой ряд проблем и ситуаций. Сейчас дотяну. Четверка жезлов.
здесь будет лечение на дому. Кстати, вот кому интересно, посмотрите. Я не знаю, что будет такое в октябре, но фактически во всех раскладах идет какие-то вирусные или респираторные инфекции от детей. Потому что для всех остальных знаков зодиака там ложится либо карта дурак, либо шестерка чаш. Это то, что тоже переносят дети. Поэтому четверка жезлов это может быть ограничение и сидеть на дому, восстанавливаться, лечиться. Конечно же, пятерка мечей и четверка жезлов это в принципе вопросы иммунитета, нашего состояния здоровья в целом. Ну и, конечно же, это вопросы опорно-двигательного аппарата. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, протрузии, межпозвоночные грыжи, не нагружайте себя здесь излишне, берегите свое состояние здоровья и уже знаете моменты, как, планируя наперед, заранее занимайтесь укреплением вашего иммунитета. Если смотреть вопросы личной жизни, здесь у нас ложится туз чаш. Прекрасный аркан. Почему? Потому что это всегда карта новизны, любви, эмоций, новых отношений, примирения или восстановления союза. Поэтому давайте смотреть, как же для вас откроется этот аркан. Итак, для тех, кто у нас с вами свободен, здесь туз чаш и восьмерка мечей. Вот посмотрите внимательно, вот не знаю, что будет за ограничение, может быть какой-то там новый ковид и так далее, потому что здесь знакомство в ограничениях. Допустим, сидя на карантине, вы дистанционно с кем-то можете познакомиться или находиться в каком-то одном учреждении, потому что, смотрите, по королеве чаш, по сути, это кайфовать, это отдыхать, это состояние влюбленности, зоны комфорта. Странно, мне даже самой интересно, как отыграются карты потом по факту. Будем с вами анализировать, смотреть, писать. Ну, вот такая здесь идет информация. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках, туз чаш и пятерка жезлов – это бороться за внимание вашего партнера или партнерши, отбивать у соперника или соперницы, причем проявлением любви, заботы, внимания, ласки, подарков, сюрпризов. Это действительно как обновление ваших отношений. Если вы в стабильных союзах, туз чаш и аркан смерть, это желание трансформировать ваши отношения, как говорится, вымести весь ссор из избы, это очистить ваш союз от обид, от какой-то, ну не знаю, как говорю, грязи. Это сама по себе ситуация, что все, вам надоели вот эти какие-то склоки, дрязги, и вы хотите, сейчас даже хочу посмотреть для себя, о чем здесь. Ну, жрец это сохранение брака. Потому что тут нет речи о том, чтобы уйти в новое. Здесь как обновление союза, как новый статус. Но новый статус может быть только в том случае, если вы вместе сожительствовали, либо встречались. То есть это желание перевести отношения в новый формат. Совет и рекомендация по королеве жезлов. Королева жезлов – женщина, которая все планирует наперед. Конечно же, это аркан более высокого социального статуса, новых возможностей, новых перспектив. Это женщина, которая четко знает, чего она хочет. И это будет взаимодействие с таковой женщиной, которая вам поможет, подскажет, направит, что-то порекомендует и позволит избежать каких-то острых и неприятных моментов. Ну а в целом, если брать как характеристику ситуации, данный аркан всегда показывает на ваше стремление к лучшему, к большему, потому что так вас к этому будут призывать ваши амбиции. Если анализировать неожиданность периода, о чем здесь будет идти речь? Так, гроб, дерево, дом. Но в первую очередь здесь как вопросы пошатнувшегося состояния здоровья. Действительно, у кого-то может быть здесь самоизоляция, вопросы восстановления, выздоровления. И еще здесь карты говорят о ситуации, как, хоть и говорят, старое дерево они пересаживают, но для кого-то это могут быть действительно внеплановые переезды, смена места жительства, даже то, что вы не планировали. Там, переехать в новый дом, в новую квартиру по ряду обстоятельств. Ну, как вариант. Кому-то может там понадобиться досмотр зрелых родственников. У кого-то, допустим, понадобится вашим детям помощь с их детьми, потому что здесь по этим картам это как для вас менять локацию. То есть тоже такая ситуация будет. Но, как вы видите, букет у вас здесь все прекрасно, поэтому тревожиться вам здесь не о чем. Конечно же, я в свою очередь закрою арканы таковым образом, чтобы вся информация шла со знаком плюс. И для вас отыгрывались только положительные аспекты. Ну а вы, пожалуйста, дайте знать и по прошествии периода напишите мне, как для вас по факту отозвалась эта информация. Буду вам признательна за энергообмен. Благодарю также каждого из вас за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны на канал,
Обязательно сделайте это, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.